Ксюш, привет. Привет, Саш. Мы сейчас в Москве. Эта квартира сделана по проекту нашей дизайн-студии. Ты была ведущим дизайнером. Давай сегодня ты расскажешь про эту квартиру. Да, давай с чего начнем? Давай сначала, для кого эта квартира вообще предназначена? Кто заказчик? Квартира для молодой пары с ребенком. Ребенок-школьник. Это квартира временная. Ну, такая чисто московская история. Расскажи. Да, в основном они живут за городом и иногда приезжают в город, и им нужно на ночь, на две остановиться где-то, чтобы не снимать что-то. Просто делаем небольшую квартирку. И ребенок подрастает, рано или поздно он станет студентом, потом эта квартира будет его студенческая квартира. Сколько здесь площадь? 75 квадратных метров, квартира, по сути, из двух комнат. Кухня, гостиная и большая спальня. Ну, на самом деле, это огромная однушка, такая евро-двушка. Евро-двушка. Евро-двушечка. Давай уже покажем тогда полностью интерьер. Да, давай начнем с прихожей. Да. Погнали. Мне очень нравится, как получилась эта парящая банкетка. Помнишь, как мы ругались с мебельщиком? Это просто был трэш. Он делал здесь какие-то металлические ножки лофтовые. То есть мы на самом деле постоянно пытались убить лофт здесь у этого строителя. И мы в итоге крутили туда, утопили внутрь ножки, и получилось, что банкетка как будто бы парит. На самом деле вот там в уголке видно, что она стоит на ногах. Но ноги утопленные, и визуальный эффект, конечно, очень интересный. Мне нравится еще вот эта деревянная штука. Да, это, по сути, назначение точно такое же, как и у стены, потому что углы, откосы, они постоянно отбиваются, особенно когда ты заходишь с мешками, с пакетами, с сумками. И здесь мы оформили деревянными панелями. Она еще очень архитектурно смотрится, такой, типа, одной плоскостью. Ну и подсветочка крутая, можно на себя смотреться. Зеркало просто огромное, реально. Зеркало огромное, визуально расширяет коридор, потому что у нас получается, он достаточно длинный, а так мы его хотя бы немного пошире сделали. Я просто помню заказчица, когда сюда пришла, она прям довольная была такая, говорит, такое огромное зеркало, прямо... Здорово фоткаться у него вообще-то, когда ты оделся, уже все, собрал свой лук. Ну ладно, пойдем уже самое интересное показывать. Я думаю, что прихожая это не самое интересное. Погнали пойдем дальше. Больше всего, конечно, интересно здесь именно показать кухню. Кухня самая действительно главная, мне кажется, в этой комнате. Она мне больше всего здесь нравится. Мне нравится, что нету верхних шкафов. Да, у нас. Да, облегчает пространство, и вообще, в принципе, кухня не считается как кухня, как будто бы, из-за того, что нет вот этих верхних фасадов. У меня только один вопрос, а где у нас вытяжка? Ксюша? Вытяжки нету. Как я и говорила, заказчики не планируют здесь долго жить. Это для ночевки на одну ночь, и готовить здесь особо не собираются. Мне кажется, сейчас это вообще нормальная тема, когда они используют вытяжку. Ну да, сейчас так популярна доставка, что люди очень мало готовят дома, и нужно, по сути, только разогреть, и так, чтобы казан с огромной едой, какой-то стейки, пахнущие, редко жарят. Все реже. На самом деле я сейчас пишу сценарий, видео про вентиляцию. И там будет подробно рассказано, что такое вентиляция, как она работает в квартире, откуда у нас попадает свежий воздух, куда он уходит. И вот здесь все-таки есть вытяжка, то есть она присутствует, но она присутствует на потолке. Вот она. То есть грязный воздух будет уходить на потолок, то есть он, естественно, будет все-таки уходить, то есть здесь не будет все там загрязняться. Но вот именно прямого из кастрюли, вытяжки прямой кастрюли не будет. Ну и, конечно же, не обошлось без нашего любимого набора от Amaikkiri. Черная, красивая, металлическая, такая вороненая сталь. Диспенсер, тоже черного цвета. И смеситель. Смеситель вообще крутой, потому что здесь нет отдельного рычажка для фильтра. Здесь у нас один общий рычажок. И вот если мы нажимаем вниз, как на коробке передач, да, на спортивной тачке, вот нажимаем вниз, идет фильтрованная вода. А наверху уже мы пользуемся смесителем. Ну и, конечно же, у нас есть
измельчитель. Ксюш, расскажи про объем. Здесь у нас кухня интересно вообще решена. Ну да, рабочая зона у нас, как мы уже видели здесь, а все пеналы, холодильник, духовой шкаф мы перенесли на отдельную стену, и вообще здесь очень интересно решено пространство. Мы скрыли все фасадами, пеналами с этой стороны, кухонную часть, и если ты подойдешь, посмотришь, мы таким же приемом переходим в прихожей. Здесь у нас спрятан хозяйственный шкаф под всякие ведра. Ну, вообще у меня ощущение, что это стеновые панели, то есть просто сделаны для красоты. Так же, как на самом деле вот этот шкаф. Ну, да. Если бы не техника, то... Да, техника на самом деле все это А здесь показывает. У нас специально фасады подняты немного от пола, и там у нас прячется малыш робот-пылесос. Малыш. Мне еще нравится, что здесь не голо металлическое, да, а здесь красивые фрезерованные ручки. Это прямо сразу показывает уровень мебели. Прям дорого-дорого смотрится, мне очень нравится. И здесь можно приоткрыть тайну. Здесь у нас холодильник. Он, кстати, не подключен еще, что света нет. У нас за телеком белый лист, такой как бы фон, а за ним идет фактурная штукатурка. Они вместе играют, очень интересно. То есть, опять же, на текстурах все построено, на каких-то мелких нюансах. Помнишь, мы вообще хотели по-другому сделать эту стену? Стену-то хотели также оставить. Мы хотели перенести штукатурку на потолок, потому что переживали, что плиты от застройщика будут грязные, ржавые, и, возможно, это будет некрасиво. Но когда все расчистили, оказалось, что, в принципе, у нас уже хороший, красивый потолок. Ну, судя по моей квартире, каждый второй комментарий: Александр, у вас все классно, кроме потолка, у вас отвратительный потолок. Но мне нравится эта эстетика, то есть она, опять же, очень сильно откликается с Джапанди, вот эта красота несовершенного. Здесь у нас открытая проводка, тоже так очень под дзену, да, сделано, чисто в японском стиле. Мне очень нравится вот здесь такая ироничная история, здесь какие-то наскальные рисунки от строителей. То есть это, ну, это чисто скандинавская тема, то есть я был в Стокгольме в метро, и там тоже очень странные вещи, которые как бы, они как будто бы, знаешь, по-детски смотрятся, вот реально, как будто дети прикалываются. Ну, это как будто бы прям философия ваби-саби, нет ничего идеального, и красота в несовершенстве, вот она вот здесь, вот на этом потолке. Еще очень крутые жалюзи, конечно, здесь. Ой, жалюзи восторг, мне кажется, они атмосферу делают совершенно вот японской, как будто бы. Ну, когда они появились, да, здесь сразу Джапанди закрылся. Помнишь, что хотел заказчик, какую деревяшку? Бамбук? Да, то есть очень часто бывает так, что заказчики видят какой-то, ну, отдельно от интерьера, просто красивое дерево, и не представляют это даже в объеме. Я часто замечала, что это не только дерево, это, в принципе, когда ты приходишь в магазин мебели, в магазин декора, ты приходишь, там все подсвеченное, все выставлено так, что оно очень красивое. И ты стоишь, тебе все нужно, тебе эти баночки нужны, эти свечки нужны, ты думаешь, что это все мне очень нужно и подойдет. Но оно очень красиво только вот в экспозиции магазина. И ты все это набираешь, приносишь это домой, а это вообще тебе не подходит, это не твой стиль. Хорошо, мы вовремя остановили заказчика, и здесь просто ровная такая фактура дерева, минимальная вообще, но вот именно в массе она смотрится красиво, как, не знаю, мне напоминает какой-то папирус, да, наверное, что-то такое. Ну, что-то в этом есть. Да. Диван обязательно от нас требовали раскладной, мы его нашли, он раскладывается. Ковер здесь появился полчаса назад, мы его вместе примеряли, и мне кажется, он как раз закрыл полностью, закончил всю композицию, и стало, конечно, супер уютно. У нас минималистичный интерьер, это минимализм, и, конечно же, лишними были бы торчащие плинтуса, наличники у дверей. И здесь, конечно же, у нас везде все теневые примыкания. Снизу идеальное теневое примыкание, причем обратите внимание, что дверь и
дальнейший теневой плинтус, они идут в одну линию. Никаких наличников, и сверху примыкание также теневое. Идем дальше. Спальня с гардеробной. Спальня вообще отдельная история. Мне кажется, это самое крутое помещение Вот, здесь. Максимально японская получилась, как будто бы панели, жалюзи, стеллаж за тобой. Это вообще моя любовь на самом деле, эта комната. Давай обо всем по порядку расскажем. Помнишь, давай с кровати начнем, это же спальня. Ну вот. Да, самое главное здесь кровать. Помнишь, да, что здесь было, что за жесть? Да, сначала нам прислали даже фотографии уже, да, это была готовая кровать, и она выглядела как кубик из лего, на самом деле выглядела ужасно. Совсем не тепло, не мягко и не уютно. Слушай, ну по поводу тепла, это просто идеальное место для коллаборации, для рекламной интеграции. Сюда бы, конечно, очень круто села бы моя кровать, которую я разработал под тепло концепт, но она немножко не проходила по бюджету именно этой комнаты, потому что эта квартира все-таки у нас такая проходная. Ну да. Вот, здесь, конечно, нужно было минимальными средствами добиться какого-то красивого эффекта. Подожди, мы спроектировали интерьер, еще не было великолепной теплой кровати, поэтому... Вот, но она вот здесь, конечно, идеально смотрелась, прям мягкой. Здесь у нас ткань, мягкие панели, они не сильно выпирают, поэтому выглядит как будто бы какая-то штукатурка, может быть. Мне напоминает ноутбук, но вблизи это прям мягкая ткань, деревянные панели речные, нестандартные. На самом деле, многие скажут, вот эти рейки задолбали, да, но они же... Ну, они идеально смотрятся. Дьявол в деталях, да, согласись. Это не просто рейки, это прям проработанный деревянный элемент, сложный, из МДФ, со шпоном. Еще вот эти тумбочки очень крутые, конечно, это прям вот чисто джапанди. Гардероб. Вообще, изначально мы планировали здесь вот этот модуль поставить к стеклу, но в процессе планировки, по-моему, или уже визуализации мы поняли, что будет намного круче, если стекло будет пустое, а вся одежда будет храниться здесь, тогда будет свет проходить красиво, не будет нахламленности из разной одежды перед стеклом. Ну, вот. На самом деле это вопрос, конечно, вот я по себе сужу, по своей гардеробной. Возможно, заказчики потом попросят все-таки здесь матовость сделать для стекла. Ну, вообще, по идее, у нас должно было быть более тонированное стекло. Но, видимо, при заказе перегородки что-то пошло не так. Ну, потому что нужно... Оно совсем чуть-чуть, оно затонировано, но вот капельку, прям капельку. Должно быть, конечно, здесь идеальная просто, да, уборка, идеально вывешенные вещи. Желательно все в одном цвете. Потому что, ну, я по себе сужу, да, если бы у меня была не матовая гардеробная, это было бы просто трэш. Да. Есть вешалки для длинных вещей. Для длинных, есть короткие. Ящички шкафчики выдвижные. Ну, для одного человека, я думаю, что здесь просто за глаза. Я думаю, что здесь и двоим будет комфортно. Согласна. Сверху у нас везде же в этой квартире есть комбинация гипсокартона и бетонного потолка. То есть в гипсокартоне провода сделаны внутри, а дальше они выходят как бы из этого гипса, да, и идут уже по потолку открытым способом. Ну, и самый страшный момент, помнишь, был, когда эти стеллажи привезли сюда и спросили, а вы сделали закладную? Да. Я помню, как мы судорожно начали проверять чертежи, потому что мы не могли не поставить закладные, потому что, ну, стеллаж колоссальных размеров, он очень тяжелый, и если бы мы там не предусмотрели ничего, было бы очень грустно, но, к счастью, все в порядке. Следующим испугался уже строитель. Артем что, такой... он забыл? Не, он потом такой, не-не-не, все четко, все. И просто вот эта штука, она весит просто колоссально, там, не знаю, сколько там, килограмм. Очень много дерева, очень много наполнения. Просто в масштабе можно посмотреть, огромная вот эта штука, маленькая Ксюша, и ну вот стена выдержала, все классно. Ну, он потрясающий вообще, и вот стеллаж — это орех. Любовь. Орех прекрасен. С жалюзи есть одна проблема, о которой часто забывают дизайнеры. У нас есть над окном перемычка, и вот в эту перемычку
складываются жалюзи. То есть ее длины должно хватить, чтобы жалюзи полностью собрались, иначе окно будет не открыть. Так вот, заказчики поехали сюда проверять высоту, или там с прорабом, я не помню кто. И я говорю, ну что, мы прошли по высоте? Они говорят, по высоте прошли, но по бюджету не прошли, потому что жалюзи стоят прямо очень крепко. Но в итоге мы все-таки смогли уговорить заказчиков, чтобы здесь повесили не тюль, а именно жалюзи. И результат, конечно, на 100% получился гораздо круче, именно тот, который мы хотели. Еще, конечно, невозможно не показать крутой паркет. Это инженерная доска, она широкая, она брошированная, то есть в ней прям выгрызы сделаны. Вот видно здесь такой эффект станка обработанного. Видите? Она прямо такая, в ней глубокая фреза. Она прямо тактильно, вот по ней ходишь и ощущаешь, ну, натуральное дерево. Это очень кайфово смотрится. Как этот стиль можно назвать? Джапанди. Я думаю, что будет самое подходящее. Что такое, ну, джапанди для тебя? Как бы ты описала это? Слушай, для меня это минимальное использование каких-то декоративных приемов, максимально использование натуральных материалов, дерево, камень какой-то. И за счет вот именно этого мы добиваемся максимальной выразительности и лаконичности в интерьере, то есть ничего лишнего, аскетичный интерьер. Здесь у нас ванна. Помнишь, сколько мы сделали вариантов планировки? Я даже не помню, сколько их было, очень много. Какое-то безумное количество, да, было. Да, проблема в том, что у нас фановая труба канализационная стоит в не очень удобном месте, и нам было сложно разместить все так, чтобы не получалось 5 колен загибов, и все уходило хорошо. Ну, я помню, что мы вот там делали душевую комнату. Да, здесь она унитаз. получалась маленькая, раковина получалась маленькая, или для унитаза было слишком много места, и как-то все не складывалось, а потом... Ну, сейчас идеально, сейчас огромная душевая, унитаз в самом тихом дальнем месте. Тут и место. огромная раковина, то есть очень удобно. Мне еще нравится, что у нас эти полочки перетекающие, они как бы вот там слева, да, то есть если там что-то стоит, то мы это не видим. И также в душе мы запрятали в самый дальний угол, чтобы это все не мозолило глаза, потому что банки бывают яркие. У нас, конечно, мало здесь свободных стен. Поэтому мы смогли повесить только небольшой полотенцесушитель. Он длинный, высокий, но в ширину минимальный. Ну, ты же любишь их ставить, я знаю. Да, обожаю. Ну, сейчас, может, сложно уже удивлять, но здесь вот очень удобный функциональный крючочек, то есть не надо сверху накидывать полотенце, то есть все будет аккуратненько висеть, сушиться, и вещь, конечно, классная. А в зоне мойки у нас зеркало со шкафчиком, так как ванна очень маленькая, хранения мало, действительно, и тумбы одной недостаточно, поэтому у нас такое зеркало с подсветочкой и небольшим хранением. Ну, здесь, я не знаю, надо показывать, не надо, здесь такие стеклянные полочки, они мне очень нравятся. Вообще заказчик сказал, что будет менять эту тумбу, этот шкафчик. Потому что ее просто эстетически не очень заходит. Но его нужно было срочно купить, чтобы закончить ремонт. Но я думаю, что его будут менять. Ну и, конечно же, вот эта огромная душевая, к сожалению, не получилось сделать в один уровень пол. Ну, здесь, конечно, очень далеко находится фановая, по-другому никак. Но все равно мы очень элегантно поступили. Здесь минимальный порожек, то есть минимально необходимый. И красивый трап от стенки до стенки с минимальным вот этим конвертиком, к сожалению, все-таки он получился. Ксюш, а что ты вообще думаешь, что лучше, душевая или ванная? Это как, знаешь, сноубордисты или лыжники, кто круче? Слушай, последние несколько лет я жила в квартире, где не было ванны, поэтому я теперь за тех, кто голосует за ванну, потому что не хватает действительно. Но, как и говорилось ранее, эта квартира временная и для студента,
подрастающего студента, поэтому здесь не нужно было ванной чаши. Ты просто пенсионер, наверное, стала уже. Да нет, ну просто хочется поваляться в ванной, действительно хочется, и я скучаю поэтому. Мне кажется, просто когда безумный у тебя ритм жизни, ты 2 раза в день принимаешь душ, ну каждый раз прилезать в ванну, это запара просто. Да, почему нет? Ну хорошо, даже если не каждый день, да, если у меня будет возможность раз в неделю, в выходной свой, залить пенки, лечь в ванну и поставить свечи, это максимально расслабит меня и отвлечет от всей этой рабочей суеты. Я еще хотел показать ночной вариант подсветки, когда мы идем ночью в ванну, чтобы не ослепнуть. Вот, включается только вот этот свет в нишке, и наверху у нас подсветочка такая легкая, и заходя сюда ты просто не ослепнешь, да. Ксюша, какие ты эмоции испытываешь вот в этом интерьере? Ну, первое, что я испытала, это радость, когда зашла сюда, потому что все, что я увидела, выглядит точно так же, как мы рисовали. Ну да, здесь реально все один в один. Да, да, нет такого, что вдруг неожиданно странный стеллаж появился или какие-нибудь необычные стулья. Все, как мы планировали, это большое спасибо заказчикам за то, что они молодцы, исследовали проекту и с нами постоянно были в контакте. Ну, попадая в эту квартиру, у меня ощущение чистоты, пустоты, хорошей пустоты, то есть нет ничего лишнего, теплый, спокойный интерьер, и где хочется отдыхать после того, как ты вернулся извне, из города, с работы. Безумной Москвы. Да, это точно. Ничего лишнего, и вот мне здесь просто спокойно и хорошо. Это то, что хотелось, этого эффекта хотелось добиться, когда мы проектировали. Я просто не знаю, чего еще уходить от дома, как не тишины и спокойствия. Так, все, Миш, держи камеру. На этом сегодняшний обзор у нас закончен. Обязательно напишите в комментариях, что вам понравилось, что не понравилось. Может быть, какие-то элементы интерьера вам понравились особенно сильно. Ну, кроме потолка. Да. Друзья, переходите во все наши социальные сети, я оставлю ссылочку под видео, там очень много всего для вашего вдохновения. Я еще обязательно, кстати, оставлю ссылочку на нашу кровать, которая здесь бы смотрелась идеально. И до скорой встречи, друзья. Пока-пока. Пока.